Я отец солдата-срочника Андрея Лажева, который умер у меня в госпитале в городе Севастополь. Сволочи. Будьте прокляты. И война эта проклятая, и все остальное, то что он не прятался, ушел. А сейчас бы лучше бы прятался. Да. Закончил колледж, у него временные права были на трактор. Он пошел относить документы. Так как сказали в военкомате, нужно, чтобы заверить эти документы. Самой повестки на руках мы не видели, понимаете? Не было бумажного варианта этого, вот, как обычно должен быть. И вот он звонит 8:30 утра. Мама, папа, меня забирают. Забрали, говорит, мой паспорт. За территорию военкомата меня не выпускают. В общем, у него была плоскостопие. Было давление, у него было давление. У него вес был избыточный. Получается, у него ожирение второй степени было в то время. Они знали это все прекрасно. Он еще тогда удивлялся, как это меня с таким диагнозом берут. Он не хотел идти, он не уклонялся. Он пошел сразу же. Как сказали, он сказал, ну надо, значит надо, пойду, что делать. Не хотел он служить, конечно. Он вообще боялся всего этого, он просто боялся. Получается, не зря и боялся. 26 августа он принял присягу. 30 числа он нам звонит и сообщает, что их будут передислоцировать на территорию Республики Крым. Вывесены, говорит, 50 человек от Министерства обороны. Я говорю, а почему вас? Ты контракт подписал? Я же знаю, что Крым это, по идее, территория, где рядом идут боевое соприкосновение. Я говорю, ты подписал контракт? Нет, мы ничего не подписывали. Ну, скорее всего, разговоры об контракте были постоянно. Он не хотел бы, 100%. Он говорит, я не хочу, папа, я не военнослужащий, я не военный. Нас, говорит, привезли в палаточный лагерь, как это называется у них, место для боевого слаживания. Он там сказал, говорит, там пьют, стрельба идет и так далее. Он сказал, что он находится в госпитале, в полевом, что ему плохо, что его рвет. Я говорю, ты что, что-то случилось, тебя избили или еще что-то? Нет, говорит, папа, я, наверное, скорее всего, отравился, как он сказал мне. Уже сразу тогда было очень нехорошее подозрение. Он там, говорит, таблетки мне дают, но ничего не помогает. Я все равно, говорит, есть не могу, ничего не могу. И, говорит, вот нас отправляют в город Армянск. Жена залезла в телефон, что такое город Армянск. Город Армянск – это на границе с Херсонской областью. И пропал. Ни слуху, ни звуку, ничего. Куда я только не обращался. Он не появился на связи до того момента, пока меня ВКонтакте Саша не нашел. Саша сам раненый был. Он не срочник, он контрактник. 32 года у него, 2 девочки, 8 и 9 лет. Он инвалид полный теперь. Саша меня нашел ВКонтакте и прислал вот эти фотографии, где он на каталке, что он ничего не видит, ходить не может и так далее. Саша Кондрекинский. Вот он пишет. Он после того, как я на нем увидел синяки на ногах и животе, сказал, что били его военнослужащие его призыва, понимаете? Он только вспомнил свое имя, наши имена вспомнил, номеров телефонов не помнил, вообще ничего не помнил. И получается, вот с его слов Саша стал меня ВКонтакте искать. Мы его, когда его увидели, мы его не узнали. Потерял больше 40 килограмм живого веса. Это же ужас просто натуральный. Но чувствовалось по голосу, что он тянет звуки вот так вот. Знаете, как разговаривает, как смертельно уставший человек. Вот. По-другому сказать не могу. Вот как будто измученный, вот такой сильно-сильно. Я просто даже представляю его вот как по фотографии. Через какой ужас он прошел, я не знаю. Сколько он мучился, я не знаю. Я говорю, тебя, может, кто-нибудь побил или еще что-то. Ну, говорит, были там... Да там несерьезно, говорит, и все такое. Он никогда, вот я говорю, не жаловался. Никогда не жаловался. Он старался нас от всего этого уберечь. Он все время говорил, пап, все будет хорошо, пап, все будет хорошо. Госпиталь 1472 ВКМГ, госпитальный спуск номер 1. Да всю жизнь запомнил этот адрес. Сколько раз я им обращался, сколько раз мы плакали туда и все остальное. Они, во-первых, найти не могли его очень большое время. Какого черта он там, типа, говорит, срочник делает? Я говорю, я не знаю. Дежурных врачей телефоны не отвечают. Вот этот врач в неврологии не отвечал. Она сказала вообще примерно такую фразу, как мне потом Саша сказал, что она ни с кем разговаривать не будет. Понимаете, пока не увидит корочки, с кем она конкретно разговаривает. То бишь с компетентными органами только. И все. Я у Саши спросил, говорю, можно нам приехать-то хоть как-то туда? Он говорит, вам надо добиваться разрешения на уровне прокуратуры, чтобы вам разрешили туда попасть. Потому что это все-таки госпиталь, войсковая часть, и не попадете вы. Вас не пустят просто-напросто. Сказали, что он не хочет служить. Вот синдром тоски по родине и так далее. Неврологическое у него нарушение и так далее. Ну, в психиатрию его перевели.
До 24 числа у нас с ним пропала связь. На телефон он не отвечал. 24 числа с его телефона позвонил человек и сказал, что телефон ему дадут, что я лечащий врач. Да, у него говорит, тяжелое неврологическое осложнение. По телу, вот он так и сказал, по телу его видно, что его неоднократно избивали. Этот человек не представил, он представился лечащим его врачом. Я говорю, так что-то нужно помочь, нужно что-то сделать, можно нам приехать. Он говорит, давайте мы его на ноги поставим, все будет нормально, все будет хорошо. А 26 числа он в кому впал, и все. Я дозвонился все-таки до врача-реаниматолога, потому что дежурный по госпиталю ничего не говорил. Мы с ним стали разговаривать. Вот он сказал, что у него субторальная гематома с кровотечением в ствол мозга. Субторальная гематома образовывается только вследствие травмы. От него отказались эвакуационные бригады. Вот он тогда разрешил мне только приехать. Мы выписали на вас пропуска, приезжайте, я вас пущу. И мы 31 октября бросили все, собрали денег у людей, люди нам помогли билеты купить отсюда на Орлане до Ладейного поля. А от Ладейного поля у нас идет поезд Петрозаводск, Москва. Вот туда приехали. Потом, получается, в Домодедово. Домодедово до Сочи должны были лететь. А от Сочи, получается, автобус 11 часов до самого Севастополя. Получается. Но мы не успели. Пошла отрицательная динамика. Он умирал, просто умирал уже. Я решил позвонить. И нам сказали, что 1:30 ночи он умер. У меня сердце, у жены сердце, давление 200 с лишним и так далее. Нас от полета отстранили. Да. Ну, не дали нам лететь. И все, понимаете, не дали. Вам там делать нечего. Созвонился с нашим Петрозаводским военкоматом. Успокойтесь, говорит, давайте езжайте домой. Вы все, что могли, вы сделали. Теперь будем заниматься мы. И потом начался кошмар. 21 день, грубо говоря, мы тело ждали. Нам сначала объясняли, почему так долго. Нелетная погода, с Ростова вылететь не могут и все остальное. Потом стали говорить, что через Москву погонят его на самолете на борте. Потом через Питер, потом через Петрозаводск. Мы чуть с ума не сошли тут вообще с женой. Доставили, нас не сообщили. Я говорю, в морг нас не пустили 23-го. Вот опять же звонил Тишкова Татьяне Васильевне. На нашего главного врача выходила. Он разрешил нам в 8 утра прийти, а похороны с 9 были. Прийти на целый час поплакаться. Я говорю, военкомовских работников никого не было. Они, говорю, ждали нас на углу кладбища в 10 часов утра. Подарил, получается, на день рождения матери. Ну, это комната сына моего. Тут все как ушел, так вот и осталось все. Даже не могу вот зайти убраться вот. Все как было при нем. Этот госпиталь, это страшно. Потом это ожидание, когда привезут, чтобы похоронить ребенка, это страшно. Это у нас такое государство. По телевизору одно, а в жизни получается совсем другое. Ну вот его последние фотографии. То, что вот есть у нас. Даже не представляла, что такое вот именно вот коснется вот нашей семьи. Я даже представить не могла. Конечно, слышала, знала, что там происходит война. Тоже боялась, что, говорю, Господи, неужели мы дожили до войны? И вот коснулось так вот нас тоже. Вы знаете, в жизни все перевернулось, все перемешалось. Каждый день сидишь и думаешь, а бы так, если бы так, чтобы что ты могла сделать, что ты не сделала. Каждый день это на всю жизнь теперь осталось. Кошка его тоже говорила, Маруся, ты старая, ты, говорит, меня дождись только. Это его кактус он выращивал. Все сказал, мама, следи за кактусом. Даже не подписывал контракт, это 100% не подписывал. Ну как сейчас вот ссылается, вот отписка пришла, никто его не заставлял подписывать контракт. Никаких мер физического воздействия к нему не применялись. Я вас умоляю, я этим людям не верю совсем, понимаете? От слова совсем. Вот Саше я поверю, потому что он, грубо говоря, в этой истории лицо не заинтересованное, понимаете? Он просто пожалел парня, позвонил, нашел и так далее, и сообщил. И то, что он видел, и видел он его, что у него ноги, руки синие были. А медик вот именно видел, что у него по телу следы от неоднократных изменений. Я тогда следователю и сказал, я говорю, это что, такой прикол? Я звоню, и мне человек говорит, то, что у вас по телу сына следы от неоднократных изменений. Я говорю, это вот что, чувство юмора у него такое черное или как? Я кому должен верить? Вам, который говорите мне, что ничего не говорите совершенно? Или тому человеку, который говорит это?
Мы направляли обращение в военную прокуратуру, главную военную прокуратуру города Петрозаводска и, получается, Министерство обороны. До сих пор нам идут отписки сплошные, понимаете? И отправляли еще главную Черноморского флота прокуратуру. До сих пор уголовное дело по факту не возбуждено. Вот я сделал видеообращение, и пошло движение. Меня почему Петрозаводск-то вызывали? Зачем вы в прессе обратились? Я вас умоляю, вы за тот момент, который я с 18 октября написал заявление, вы что-нибудь сделали? Я трачу свои нервы, свое время и все остальное, чтобы расследовать и доказать им, что моего сына убили. Мне следователь говорит, если у вас какие-то факты появятся, вы мне потом позвоните. Вот так вот. Мне пригрозило, вы тут наговорили себе, говорит, на статью. Я говорю, на какую статью? Я говорю, извините, ребята, может быть, я что-то резкое высказал. Но я защищал своего ребенка. Поэтому ты, говорю, извини меня чисто по-мужски, но я всего добиваться буду все равно. Я и с газетчиком, говорю, обращусь. И ко всему, это ваше право, как он мне сказал. Фонд матерей солдатских позвонил сначала в Петрозаводске, у них телефоны заблокированы. Потом, когда мне сказали, что они объявлены инагентами, понимаете, инагентами. Это что такое? Раньше комитет солдатских матерей – это единственное, чего боялась часть. Знаете что? В нашу официальную войну никто не ведет. У нас специальная военная операция. Поэтому срочники могут находиться где угодно. В окопах или еще где-то, понимаете? Я вижу всю бесперспективность, понимаете? Я вот писал на Министерство обороны и все остальное, понимаете? Мне никто до сих пор ничего от них не прислал. Как я могу к ним относиться? Нормально, что ли? Вот это нормально. Вот происходит убийство человека. С моей точки зрения, это убийство. Непонятно вообще, по каким мотивам и так далее. И мне до сих пор никто из них извинений не прислал. Я к президенту обращался, да, они с администрации пересылали на Шойгу. А Шойгу мне ни одного ответа не отправил. Ни одного. Они просто скидывают по инстанциям, дальше в прокуратуру. И сколько такая пирамидка может продолжаться. И после этого я уже, грубо говоря, ни живой, ни мертвый, непонятно что. Мне сердца 2 раза хватало и так далее. И на работу приходишь, как в тумане. 27 лет я отработал. Я платил честные налоги, квартплату платил. Почему мне такой вот крест выпал? Я отправил ребенка из мальчика превратиться в мужчину, а его превратили в труп. Это как называется? Как я могу относиться к такому государству? Как? Наш город 2-й по смертности в Карелии. У нас вымер город. У нас город был 14 тысяч, теперь он 8. Здесь особо такой работы не хватает, мало работы. Вот один целлюлозный завод, да, щебенку делают здесь, идут по контракту, много очень. Это что там, вот собралась какая-то небольшая шайка-лейка там в этом том же Киеве, там на Украине. И вот они там все это, там у них сейчас намного хлеще, как вот у нас было при Сталине, что ничего нельзя говорить, это самое. Вот. И там люди боятся вот так вот. Весь народ там запуганный. Боятся, конечно, чего уж там говорить там. Я родился во время войны. В 41-м родился. Да, наверное, помирать буду во время войны. А я финка по национальности. Я родилась в Карелии. Родители работали. Они германские финны. Я была в Финляндии много раз. И я бы и на работу там устроилась совершенно спокойно. Но я в России была чухной и очень долго это чувствовала, что отношение было такое нерусское. Хотя кто по моему языку скажет, что я не русская. Вот. А уехали бы туда, и муж никогда не стал бы финном. Он был бы русский, к сожалению. У нас друзья за границей, они так и остались друзьями. И они, когда началась эта военная операция, так сразу же позвонили из Скопья, допустим, что это нас не касается, это наших отношений не затрагивает. Я говорю, конечно, конечно. И мы общаемся все время. Только то, что они приехать не могут. Вот у меня сейчас внук, 24 ему, из Питера, прислал вот этот кандидат, и вот такой кандидат, такой, их программы. Так чего там программы? Разве можно? Тут даже и альтернативы Путину нет.
Просто нет. Ну вот говорят, правда, что вот Путин проведет выборы и проведет мобилизацию. Но он же говорит, что не надо сейчас. Мы как-то привыкли ему верить. Сколько Путин уже? 20 лет, но толку-то нету. За Россией-то там, да, он еще делает, а внутри-то России нет. Внешняя политика, ладно, так у нас внутренняя, у нас же внутри-то все хуже и хуже. Ведь это, ну. Мы тут живем пока мирно, так дай бог. Люди уходят на СВО. Конечно, есть трагические случаи. Но у нас соседи тоже вот двое пацанов убило. Одному 23 года, а другому, ладно, под 40 еще. А тут совсем молодой, 23 года. Тоже жалко. Вот поехал тоже по контракту служить. Так думаю, что, конечно, деньги. Так бы навряд ли кто поехал без денег. Хотя и родину нашу защищать надо, как говорится. А мало кто поехал бы. Жили бы все дружно. Что надо, я не знаю. Ну, это как предатели, они поддались на эти уговоры США, так. Елки-палки. Ну, предатели. Что сделаешь? Да все Америка. Все Америка. А кто еще лучше будет, кроме Путина? Никого. Ну, кто-то, видишь, его критикует. То, что цены выросли, пенсии маленькие, да. Ну, что это прожиточный минимум? Ну, что, 14-16 тысяч. А вот посмотрите, в Финляндии. Вот вышел, ну, ладно, у них там поздно пенсия, да? Вышел на пенсию и пенсию получил, я не знаю, там на наши деньги переводить, ну, 100 тысяч примерно. Вот примерно так, да. Так они и ездят, путешествуют. А мы куда поедем? За Путина. Я за Путина лично. А мне кажется, он, ну, достойнее его, мне кажется, больше нету. Я не знаю, может быть, конечно, да, Владимир Владимирович, я с ним лично не общался. Может, он хороший, нормальный, честный человек. Но вот на местах еще пока вот таких вот хватает людей, которые не хотят выполнять свои функции. Я уже даже не знаю, кого мне выбирать. За коммунистов пойти голосовать. Единственное, все. Я коммунист, поэтому я пойду за коммунистов голосовать. Я хочу изменить все это. Очень хочу. Очень хочу, чтобы все это исчезло и так далее. Я хочу вернуться обратно в свое государство родное, в СССР. Я оттуда родом. Мне было 16 лет, когда это все разрушилось и так далее. Но я это все прекрасно помню. Фашистов я ненавижу. Я представляю, что делают на Украине некоторые личности, как они над людьми издеваются, как они жгут, как они стреляют в солдат пленных и так далее. Потом это всем прикрываются и так далее. Я это все понимаю прекрасно. С такими людьми не надо воевать. Надо. Но не надо простой народ выбивать. Не надо. Там получается, умирают-то простые люди, грубо говоря. Простые люди, что у нас, что у них. И получается вот какой-то парадокс. Чтобы, грубо говоря, по вот эту кучку негодяев истребить, гибнет столько мирных людей. Это же неправильно. Это же неправильно. Я понимаю, что война там туда-сюда. Война за Родину. Есть такое понятие, да. Я говорю, у меня 3 деда воевало в Великую Отечественную войну. Реально, я не осуждаю, да, если защита Родины. Если надо будет, я сам пойду. Но не мальчишек же туда отправлять на бойню-то. Ну. И самое главное, что у них должны спросить согласия, пойдешь ты или нет. Если он согласия не давал, почему его забрали? Почему его туда отправили? Почему он погиб? Но я считаю, да, и считал, и буду считать, что моего сына убили. В результате халатных действий или еще что-то, уставных отношений. Я не знаю. Это пускай следствие выявляет. Но я знаю конкретно, что его убили, и я буду добиваться наказания тех людей, которые не исполнили свой долг. Там и халатность врачей. Вот жена скидывала видеоролик, как они медали друг другу вешали, награждали этот госпиталь Пирогова орденами мужества и все остальное. Мы в комментариях написали, интересно, конкретно кто-нибудь получил орден мужества за смерть моего сына? И нам сказали, что вы хохлоботы. Вот жена и написала в ответ, давайте я вас на могилу привезу, я вам покажу, какие мы боты. Свидетельство о гибели. Там сплошные в Рио. В Рио командира части, в Рио начальник штаба. А где настоящие командиры? Кто ответственен?
И как они мне говорят, нету, не, срочники у нас нигде не участвуют. Он в части, как они мне сказали, был всего лишь 3 дня, понимаете? Я у них спрашиваю, да как, где же он был с 1 сентября по 8 октября включительно? Спрашивал, в каком основании мой ребенок находится в Крыму. Неизвестно кто. Выходит через телеграм на меня, представляется Виктором. Он должен был доставлять тело моего сына. И говорит, приедьте к нам в Крым. Скидывает карту, локацию, понимаете, куда я должен приехать. Поселок Повальная, часть ВЧ 12676. Оденьте его, купите ему гроб, омойте его, понимаете? Сделайте ритуальные услуги все, они стоят 25 тысяч, вам потом Министерство обороны якобы все это возместит. Мы тут находились как раз с женой на грани истерики в этой ситуации. Только съездили всем миром, нам деньги собирали, чтобы мы поехали в Севастополь, пока он был жив. Нас заставили вернуться обратно. И мне вот этот человек вот это говорит. Я не знаю, что я ему говорил. Я думал, вот если бы он был бы рядом, я бы его разорвал бы. Сыночка мой, сыночка. Очень много гибнет, ребят. Он, получается, в цинке был, окошко 15×15. Грубо говоря, наш военкомат, я вообще думал, что они не прибудут. Они нас ждали прямо на кладбище. У нас были в шоке люди, просто говорят, ничего себе, говорит, у вас военком громкую речь произнес. Он вообще рта не раскрыл. Вот то, что нам дали от Министерства обороны. А все остальное это на средства, получается, люди, которые собирали, неравнодушные. И с работы с моей собрали, мы похоронили на эти деньги. Я уж теперь не знаю, знаете, в результате чего он погиб. Неуставных отношений. Нам вообще правды никакой не говорят. Свидетельство о смерти его от отека головного мозга он у нас умер. А с реаниматологом я перед смертью разговаривал. У него субторальная гематома образовалась. На мозге, получается, с кровотечением в ствол мозга. Наши врачи все как один утверждают, что это только результат травмы может быть. Одним только этим и живем, чтобы достать вот убийц. Я считаю, что надо судить их и все. Судить, садить и так далее. Потому что там парней же полно, другие придут парни. То если вот таким вот палачам попадут, то что будет? Такая же самая ситуация будет. Кто его знает, что там делать? Я считаю, что порядок они должны навести. Они обязаны это сделать. Обязаны. Если такая ситуация случилась, пускай они правду говорят. Вот и все. Не надо ее скрывать. Если у нас происходит беспредел где-то, я думаю, что даже президент Российской Федерации должен этот беспредел закончить в конце-то концов. А если так дальше будет, что дальше будет? Бандитское государство у нас уже было 90-е годы. Сколько у нас поумирало? Они бы лучше бы смотрели, как все остальное живет. Они занимались убийством молодых парней. А у нас город умирающий, понимаете? Молодых совершенно нету. Единственное, что у меня был ребенок, это вот ради него жил. А теперь я его похоронил, и я не знаю, что дальше делать. И они как издеваются, просто как издеваются, и все. Я по-другому сказать не могу. Сволочи. Будьте прокляты. И война эта проклятая. И все остальное, то, что он не прятался, ушел. А сейчас бы лучше бы прятался. Господи ты, Боже ты мой. Мальчишка ничего не видел еще в жизни в своей. Свыкнуться с его смертью я просто не могу. Не могу. Я не представляю, что он уже не вернется никогда. И все. Понимаете, не могу.